Всем привет! Я Вика Виноградова, это канал Рецепты для лентяев, и я сегодня к вам с очень классной подборкой блюд из тыквы. Там и завтраки, и выпечка, и обеды, и ужины, и сладенькое, и соленое. На любой вкус. Берите на здоровье. Но сначала с вас, пожалуйста, лайк и любой комментарий. Мне будет очень приятно, и это очень-очень помогает каналу развиваться. А я вам в ответ рецептики. Поехали! Первый рецепт наипростейший, это что-то среднее между пирогом и лепешкой. Он довольно сладенький, вкусненький и готовится проще некуда. Берем тыкву, чистим и натираем на крупной терке. Посыпаем сахаром и корицей. Если любите послаще и поароматнее, то сахара и корицы можно взять больше. А еще мы раскатываем 2 листа слоеного теста. У меня оно бездрожжевое. Один слой мы укладываем на низ, выкладываем на него начинку. Если хотите, начинки можно взять гораздо больше. Сверху накрываем вторым листом и защипываем края. Смазываем поверхность яйцом или растительным маслом. Сверху по желанию, дополнительно это вообще не обязательно, но для красоты можно посыпать какими-нибудь семечками. У меня здесь смесь семян льна, кунжута и подсолнечника. Отправляем в духовку минут на 20-25 до готовности пирога. Он получается вот такой вот невысокий, сладенький, вкусненький. Вот так вот быстро, просто, когда нужно что-нибудь сделать к чаю. Следующий рецепт тоже очень-очень простенький, и это такая хорошая замена картофельному пюре или вообще любому другому гарниру. Сделаем пюре из тыквы. Штука получается божественная. Тыкву нарезаем на кубики. Выкладываем в форму для запекания. Сбрызгиваем растительным маслом. Солим, перчим и добавляем любимые специи. Я взяла копченую паприку и куркуму. Запекаем в духовке 30 минут. Тыква должна стать вот такой мягкой. Перекладываем ее в блендер, добавляем немножечко сливочного масла и все перемалываем. Получается вкуснейший гарнир с легкой сладостью, остринкой, солененький, очень нежный, вкусный и полезный. Правда, пюрешка просто идеальная, особенно для тех, кто бережет фигуру. Вот, берите на вооружение, не пожалеете. Еще один рецепт такой довольно полезной печеньки. Там куча орешков, куча полезных семян, так что тоже можно взять тем, кто на правильном питании. Натираем тыкву, рубим орехи. Я взяла грецкие, можно взять и фундук, и кешью, и миндаль, и что хотите. Добавляем семечки. Я взяла лен и кунжут. Можно взять семена подсолнечника, тыквы, чиа. Еще добавляем сахарозаменитель, но можно, конечно, положить и обычный сахар. Это уже на ваше усмотрение. И подсыпаем ароматные специи. Я взяла корицу, имбирь и мускатный орех. Добавляем 2 стакана муки. Я взяла пшеничную и кукурузную. Можно взять и миндальную, и овсяную, и рисовую. Еще сюда идет чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли. А также для цвета и аромата я добавила немного куркумы. Все перемешиваем, добавляем немного растительного масла. И у нас получается вот такое тесто. Формируем из него небольшие печеньки. Выпекаем их в духовке минут 20-30. Точное время зависит от размеров печенья. Они получаются очень полезные, суховатые, хрустящие, внутри мягкие. И еще покажу один бомбический рецепт, тоже очень вкусный. Вот кто любит кабачковые оладьи, тыквенные тоже попробуйте, вам очень понравится. Тыкву натираем на мелкой терке. Добавляем полстакана кефира, яйцо, сахар и немножко соли, муку. Замешиваем тесто. Жарим на среднем огне, как самые обычные оладушки. Можно жарить под крышкой, чтобы лучше пропеклись.
еще один рецепт, без которого точно нельзя представить себе подборку блюд из тыквы, это суп-пюре. Очень простой, очень вкусный, шикарный. Надо брать и готовить. Тыкву чистим и нарезаем небольшими кубиками. В кастрюлю наливаем немного растительного масла, добавляем кусочек сливочного и выкладываем тыкву. Солим, перчим. Можно добавить специи на свой вкус. Например, сушеный чеснок, паприку и тимьян. Добавляем к тыкве кукурузу. У меня она замороженная, но можно взять свежую или консервированную. Обжариваем несколько минут на слабом огне. После чего добавляем воду и варим минут 10, до тех пор, пока тыква не станет мягкой. Снимаем суп с огня и пробиваем блендером. Хотите, можно дополнительно процедить через сито, чтобы убрать оболочку от кукурузы. Не хотите, можно не процеживать. Возвращаем кастрюлю на огонь, добавляем сливки и очищенные креветки. Доводим суп до кипения и все готово. А еще покажу очень-очень-очень просто вкусный кекс из тыквы. Я его готовила для Хэллоуина, поэтому я делала такое специальное оформление. Но без оформления кекс не менее вкусный. Рецепт, вот правда, очень потрясающий. Сахар смешиваем с растительным маслом. Добавляем 3 яйца, муку, разрыхлитель и корицу. Все перемешиваем. Добавляем к тесту натертую тыкву, изюм и рубленые грецкие орехи. Смазываем форму для выпечки маслом и выливаем тесто. Выпекаем 40 минут до готовности. Оставляем остывать и по желанию можно сделать глазурь. На водяной бане растапливаем 2 плитки белого шоколада, добавляем немного растительного масла и пищевой краситель. Поливаем кекс глазурью и даем остыть. А затем растопленным темным шоколадом рисуем рожицу. И вот такая красота получается. А следующие рецепты недавно были на канале, но я все равно решила включить их в эту сборку, для того, чтобы вам потом было удобнее их искать, чтобы так все было в одном месте. Для начала покажу ужин с тыквой. Тыкву нужно почистить и нарезать на небольшие кубики. Выкладываем форму для запекания, солим, перчим, добавляем любимые специи. Я здесь брала красный острый перец и орегано. Сбрызгиваем растительным маслом. Купаты, сырые, не жареные, нарезаем на кружочки. Вместо них можно взять охотничьи колбаски, ветчину, любые копчености, бекон. Можно добавить куриное филе, шампиньоны или перец. Выкладываем мясо и отправляем в духовку минут на 20-30. Точное время зависит и от сорта тыквы, и от мяса. Тыква за это время должна стать мягкой, а мясо дойти до готовности. К готовому блюду добавляем нарезанный или натертый сыр. Подойдет брынза, фета, моцарелла, сыр типа российского гауда или чеддера. В общем, с любым будет вкусно. Такой вот шикарный легкий ужин, полезный, классный. И еще один покажу, это запеканка с фаршем, с рисом, с тыквой, очень-очень красивая и вкусная. Стакан риса промываем и заливаем кипятком минут на 10. Тыкву чистим и натираем на крупной терке. Добавляем к ней 2 яйца, подсаливаем, перчим. Еще нам понадобится майонез, натуральный йогурт или сметана. Перемешиваем, и одна часть запеканки готова. Берем фарш, у меня это говядина со свининой, добавляем к нему рис, солим, перчим. Форму для запекания смазываем растительным маслом. На низ выкладываем слой фарша, разравниваем, наверх слой тыквы.
Запекаем минут 40 до готовности. А дальше идет одно из моих любимейших блюд. Это пшенная каша с тыквой и курагой. Всегда очень вкусно получается. Тыкву чистим и режем на кубики. Выкладываем в горшочки или форму для запекания. Сверху засыпаем пшеном, у меня оно промытое. Добавляем молоко и воду. Можно взять коровье молоко, можно растительное или сделать кашу полностью на воде. Подсаливаем, добавляем сахар и убираем в духовку минут на 40-50. Если делаете кашу не в горшочках, а в форме для запекания, то накройте ее фольгой. При подаче добавляем нарезанную курагу и поливаем медом. И рецепт, который готовил мой муж, и который мне безумно нравится, он очень вкусный, быстрый, простой и оригинальный. Это такие канапешки с беконом, грушей и тыквой. Вот такая прям вкусняшечка вообще. Тыкву режем ломтиками по 5 мм толщиной и делим каждый ломтик на 4 части. Выкладываем в форму для запекания. В отдельной миске смешиваем растительное масло и сушеный тимьян. Смазываем тыкву с двух сторон и выпекаем 10 минут в духовке. Пока тыква запекается, режем грушу на дольки. Примерно на такие же ломтики, как до этого резали тыкву. Затем берем полоску бекона, выкладываем на нее грушу, тыкву и сворачиваем в рулетик. Жарим на разогретой сухой сковородке. Выкладывайте их швом вниз. Жарим рулетики с двух сторон по 2-3 минуты. И закуска готова. А еще я вам хочу сообщить, что у меня есть замечательный Инстаграм, который очень нравится моим подписчикам. Там всегда очень интересно, весело, активно. Я там показываю, что я готовлю за кадром, просто так для себя, для мужа. Какие у меня будут рецепты в ближайшее время на канале. И очень-очень много всего рассказываю про свою личную жизнь, что у меня происходит. Так что обязательно подписывайтесь. Ссылку на свой Инстаграм я оставлю в описании под видео. А пока, ребята, у меня на этом все. Огромное спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, он вам понравился. Хорошего вам всем настроения и пока!